Здравствуйте, Овны! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад на вторую половину месяца марта. Мы смотрим сейчас период с 15 по 31 марта. Давайте посмотрим, что же у вас происходит в вашем раскладе на вторую половину месяца этого, который сейчас идет. Напоминаю, что это общее, соответственно, чтение, да, общий расклад, поэтому кому не подходит видео, не расстраиваемся, кому подходит, можете написать ваши комментарии, ваши отзывы, буду очень рада обратной связи с вашей стороны, поэтому пишите, не стесняйтесь, подписывайтесь также, не забывайте. Сегодня у нас таро иллюминатов, одна колода. Давайте посмотрим, что у вас получается. И первая карта у вас двойка мечей. Ну, знаете, кто-то может чувствовать себя как на распутье, в тупике. Может быть, здесь есть нежелание принимать решения или сопротивление, смотреть на что-то ясно, как будто бы вы не хотите чего-то замечать. Может быть, вам интуитивно или инстинктивно кажется, что какой-то путь лучше для вас, но вы не хотите его принимать, сопротивляетесь тому, чтобы выбрать этот вариант. То есть не хотите делать шаги навстречу этой возможности. Делаете вид, что я этого не хочу, не буду, моя хата с краю, да, глаза закрыл, ничего не вижу, не хочу ничего делать. Вам нужно сделать шаг назад и посмотреть на эту ситуацию ясно. Понять четко, что же на самом деле происходит и как лучше в этой конкретной ситуации поступить. Потому что это человек, который находится в двойке мечей, он, скорее всего, знает, какое решение правильно принять, какой выбор сделать. Но просто по каким-то причинам это сделать сложно, или вы сопротивляетесь этой возможности и чувствуете себя из-за этого застрявшими, сдерживаете себя от этого решения. Давайте посмотрим дальше. Карта умеренности, карта о балансе, она о гармонии, она о том, что вы стараетесь, тем не менее, здесь как-то сбалансировать ситуацию, урегулировать то, что происходит в вашей душе, вот этот шквал и бурю, которая у вас здесь имеется по карте умеренности. И шестерка пентаклей, карта баланса между дарением и получением. Да, кто-то жертвует, кто-то отдает, а кто-то получает. И вам нужно здесь понять, насколько вы как будто бы взаимно участвуете в этом процессе. То есть сколько вы отдаете, сколько вы получаете в ответ, соответственно, да, этой энергии. И ваша девятка мечей, то, на чем вы сфокусированы, опять-таки девятка мечей такая не самая хорошая карта, потому что она показывает чрезмерную сосредоточенность, какую-то ненужную сосредоточенность и какое-то обдумывание чересчур каких-то плохих вещей, может быть, или каких-то негативных моментов для вас. Может быть, вы пытаетесь предугадать какие-то вещи, накручиваете себя, надумываете что-то, плохо спите из-за этого по ночам. Вот как будто бы думаете о наихудшем негативном каком-то исходе и проигрываете вот эти варианты в вашей голове до такой степени, что это не дает вам возможность на самом деле переключаться на что-то другое и реально, может быть, даже не соответствует той реальной ситуации, в которой вы находитесь. И вот это заставляет вам, собственно, как закрывает глаза и не дает вам возможности принять решение правильно. То есть у вас много, может быть, необоснованных страхов, тревог, хотя могут быть они и правдивыми, в принципе, на самом деле. Но в любом случае вам нужно здесь позволить ситуации выйти из-под контроля. Вы не можете все контролировать, потому что можно с ума просто так сойти. В конце концов, нужно от этого немножечко отвлечься. Давайте посмотрим, что здесь еще у вас будет. Соответственно, какие еще карты у вас есть. Есть принц или рыцарь мечей, его еще называют. Есть карта страшного суда. Что-то должно рассеять туман вот этим мечом, да, и внести ясность. Это может быть какой-то внезапный такой всплеск ясности или внезапное сообщение, которое приходит к вам и проясняет ситуацию. То есть что-то дает вам возможность сделать довольно конкретный выбор или принять какое-то конкретное решение, которое полностью поменяет, перевернет ход событий. И, может быть, вам удастся взять ситуацию под контроль, хотя сейчас это не совсем, скорее всего, удается сделать. Поэтому вы так сильно об этом всем переживаете здесь. Давайте посмотрим, что еще есть. Карта Солнца,
есть карта принца Пентаклей, то есть вам нужно что-то ясно увидеть, посмотреть на вещи ясно, увидеть все четко. И вместе с принцем или с рыцарем Пентаклей, который здесь у вас есть, такой земной знак и земная стихия для вас. Ну, да, может быть, кстати, может иметь значение для вас важное лев, стрелец, может быть, земной знак или воздушный. Здесь можно говорить о том, что вам нужно шаг за шагом выполнять вашу работу или ваши дела, то есть не торопиться по принцу Пентаклей, быть методичными, спокойными, вот такими размеренными, потому что здесь спешка ни к чему, соответственно. Это приносит только больше проблем или больше стрессов, какого-то напряжения, если вы торопитесь. И по карте принц Пентаклей вам нужно верить в удачу, верить в успех, быть терпеливыми, уметь планировать, уметь здесь, может быть, но опять-таки не торопить события. Да? Карта Солнца. Возможно, вы очень долго не хотели раскачивать лодку или не хотели напрямую сталкиваться с какой-то ситуацией или с чем-то. Может быть, пытались что-то проигнорировать, как будто бы сделать вид, что вы этого не замечаете. Но то, что происходит или то, что произошло у вас, но все равно требует прояснения ситуации и необходимости в этом разобраться. Да, потому что вы должны уже сейчас четко увидеть то, что у вас происходит. Вы уже не можете сейчас сделать вид, что вы этого не замечаете, потому что вы четко видите по Солнцу то, что вокруг вашей жизни, вокруг вас, соответственно, происходит. И здесь, в этой карте Солнца, здесь есть необходимость, опять-таки, увидев ситуацию, двигаться дальше, двигаться к более счастливому какому-то варианту развития событий, да, и перейти на этот новый путь. При этом карта умеренность, которая здесь показывает такого вот ангела, стремящегося к балансу, гармонии и пытающегося подарить вам, соответственно, вот эту размеренность в вашу жизнь, которая здесь, скорее всего, не совсем-то хватает именно в этот отрезок времени. Но карта умеренности, она... Да, у необходимости находить какие-то компромиссы, может быть даже такое, да, десятка мечей, карта пятерка мечей. Умеренность, она пытается найти баланс и гармонию в условиях, которые постоянно меняются. То есть они хаотичные, непредсказуемые ситуации. И умеренность — это прежде всего баланс. То есть это возможность научиться еще адаптироваться и приспосабливаться, не теряя при этом мотивацию, не теряя опоры и оставаясь прочно стоять на земле. То есть стремиться поддержать баланс. Но вместе с этими картами опять мечи. У вас много мечей, десятка мечей, пятерка мечей в этой второй половине марта. Многие из вас сталкиваются с испытаниями. Возможно, это будет связано как-то с чувством, может быть, предательства, может быть, предательства со стороны кого-то, да, или какой-то ситуации, соответственно, где присутствует такое вот желание победить любой ценой. Когда вот по пятерке мечей есть желание вот во что бы то ни стало достичь поставленных целей и может не интересовать, соответственно, там, этого человека, каким образом это скажется на вас или там, на ситуации вокруг вас. Поэтому вот она, пятерка мечей. Может быть, вы здесь пытаетесь победить любой ценой, что-то для себя заполучить любой ценой. Семерка жезлов, карта колесница. Карты, которые у вас дальше есть, борьба, семерка жезлов, необходимость решать какие-то проблемы, которые могут возникать, опять-таки, в этой ситуации, нежелание сдаваться, соответственно, вместе с картой колесница здесь и шестерка пентаклей, да, у вас есть. Вам нужно взять инициативу в свои руки. Возможно, вам нужно будет установить четкие границы вот по семерке жезлов и очень четкую какую-то вот такую вот грань между другими людьми выстроить, когда вы будете заявлять четко о том, что вам нужно, какие у вас цели, какие у вас планы. Вы не позволите других людей эксплуатировать как-то вас или вот что-то в таком духе делать. То есть у многих из вас здесь вот каким-то образом, может быть, вас обманули, возможно, часть из вас это понимала, но вы просто не хотели, допустим, на это обращать внимание или это видеть, да, не хотели это замечать, поэтому карта здесь с завязанными глазами, карта двойка
мечей, но вы здесь четко и ясно видите происходящее. Вы уже не будете на это закрывать глаза, и вам нужно взять инициативу в свои руки и бороться, решить какие-то вопросы, решить какие-то здесь проблемные ситуации, соответственно, у вас по карте колесница, чтобы больше такого не повторялось, двигаться дальше, стремительно двигаться вперед к своим целям. Карта смерть, 7 мечей. Ну, кстати, 7 мечей подтверждает, опять-таки, что что-то могло быть у вас, как обмануть вас могли здесь, и вас это могло разочаровать, расстроить, кто-то мог быть нечестен по отношению к вам. И карта смерть вместе с картой 7 мечей здесь справедливость. То есть вам хочется справедливости, вам хочется здесь по карте смерти отказаться от чего-то, что несправедливо, неправильно, и, возможно, здесь вы хотите уйти от этой нечестности и неправильности по правосудию к чему-то более справедливому для вас, тому, что вы заслуживаете, соответственно, и начать какой-то новый период, новый цикл, потому что смерть вы отказываетесь от чего-то, что вам больше не служит, что вам больше не подходит, что больше не ваше. Да, и вы такую стратегию рассматриваете, как уйти из неприятной для вас, некомфортной, стрессовой ситуации, где кто-то мог быть с вами нечестен, или где вам постоянно приходится бороться, сражаться или решать какие-то проблемы. То есть у вас есть способ здесь уйти, есть хорошая возможность для того, чтобы это сделать, потому что вы проясняете здесь ситуацию для себя. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака, для Овна, мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя. До скорого!